Итак, можно сказать, отсюда я начинаю свой маршрут через Таймыр к мысу Челюскин. Это река Гусиха, примерно 12 километров от моря, от Хатинского залива. На самом деле, думала, что буду начинать маршрут отсюда, что меня сюда подбросят на моторке, но не сложилось. Я пришла сюда, добросили меня чуть-чуть не дойдя до мыса Поворотного на Хатинском заливе. И оттуда по заливу и вот по низовьям реки, по дельте, пока зашла в русло, шла 5 дней сюда шла. 2 дня непогоду пережидала. Приливы надо было дожидаться, на мели садилась. В общем, приключений уже было порядочно. Но основной маршрут начинается сейчас. Мне предстоит пройти в первой части пути 200 с лишним километров бичевой, на веслах, а бичевой против течения рек. Сделать несколько волоков. На пути будет несколько озер больших. Я думаю, из этих 200 километров 50, наверное, прогребу по озерам. Может быть, чуть больше. Но это только первая часть. Самым страшным в начале маршрута были отливы на Хатинском заливе, когда я находилась в 3 километрах от берега, а там такие меляки, я садилась на мели, засасывала, там грунт-то был какой, чавкающий, еле выходила на берег, а еще ветрюга, так что я уже натерпелась немного страха, думаю, дальше все будет проще, все-таки я уже на земле, в тундре родной. Лето, куропаточья травка цветет. Итак, первая часть начинается. Я иду вверх по реке Гусихи сейчас. 17 июля. Сегодня потеплело, я иду даже без гидроштанов. Здесь так резко меняется погода. То я была во всем теплом снаряжении. Холодно было, ветрюга, а сейчас, лето наступило. Так что, я думаю, все будет нормально. Итак, река Гусиха, иду вверх против течения, но тут сейчас мне погода благоволит, ветер попутный, и течение-то почти не чувствуется. В общем, скорость нормальная. Меня удивляют здешние камни, вот уже не первый такой встречаю. Форма какая-то какая-то пирамидальная, интересно. С такими острыми гранями. Какой карасик, да. Какие-то там отпечатки. Интересно, в общем. А берег вот такой здесь. Большой слой грунта, а дальше песок. Вот уже камни. Приближаюсь к притоку моей реки Гусихи, речки Поперечной. По ней я буду уходить, она уже более маленькая. По ней буду уходить на север. Ведь чего? Она срезает путь к озеру Портнягино. Гусиха вытекает из озера Портнягино, но она крюком идет, а я напрямую буду прорываться. Камушки, пятиугольники, что меня так удивляют. Вот тут, похоже, распадок моей речки. Посмотрим, что-то кажется, она мелкая, глядя отсюда. А вон туда дальше уходит Гусиха вверх.
Похоже, против течения скоро будет не выгрести. А если идти вести лодку за собой на веревке, то ветер будет часто мешать. Лодку будет прибивать к берегу. Так что правильно, что я ухожу на приток. По нему подниматься бичевой будет проще. Да, сверху все хорошо видно. Вот река Гусиха, по которой я поднимаюсь вверх. И отсюда, с бугорка, хорошо видна моя речка Поперечная. Вот она водная гладь, моя дорога. Дорога, уходящая в тундру, прямо на север. Тундра здесь бугристая, называемая полигональная, потому что она отстаивает. Вот так вот по краям. А вот следы здесь. Здесь ходят овцебыки. Вешка, однако, какая-то валяется. А у распадки маленький ручеек течет. Наш водопадик. Ну какая чаша! Прозрачнейшая. Вода. Ручей прям вот в траве течет. Буйство цветов на холмах. Ой, аромат какой! Какой-то горошек. Пахнет как. Не, это не горошек, а строгал. Вот такой здесь интересный микрорельеф. А это бугры вспучивания мерзлотные. Вот они какие. Такие холмики. Лед под ними расширяется и выпирает наверх. Вот такие бугры здесь в тундре. И вода, вода. Кругом вода. С мерзлотных бугров хорошо обозревать окрестности. О. Интересно. Моя речка Поперечная. Вот. Как будто там тупик. Вот это старые протоки. Я надеюсь, направо-то пойдет вот сюда. Сейчас посмотрю. А то перетаскиваться это слишком. Если уже сразу, в самом начале. Вон тупиковые ходы. Здесь живут непуганные птицы. Розовая грудка. И это кулик-краснозовик, один из представителей многочисленного рода песочников. Песочники – самые характерные птицы тундр. Они настолько приспособлены к сырому климату, что могут продолжать насиживать кладку, даже если их засыпает снегом. Птенчик.
Ну вот как теперь сузилась моя дорога. Выгребаю против течения вдоль берега. Вроде ничего, скорость. Километра 3 в час точно есть. Речка поперечная. Ой. Чтобы вести лодку корабликом против течения, к носу и корме привязывается веревка. Не каждый берег удобен для хождения бичевой, поэтому часто приходится перечаливаться с одного берега на другой. Гусями все истоптано. Речка сужается, скорость течения увеличивается. Когда вот так идешь бичевой, нельзя останавливаться, сразу ослабевает натяжение и лодка прибивается к берегу. А тем временем я снова заметила ловца быка. Только он здесь один. Наверное, там и стадо. Раньше я ходил бичевой лишь со своим каркасно-надувным каяком. И сначала я переживала, как будет вести себя моя лодка при таком способе передвижения. Она ведь просто надувная, без жесткого каркаса. Но нет ничего, только иногда на сильном течении вздыбливается нос. Но я распределяю груз равномерно по всему дну. И когда перечаливаюсь, можно садиться и поверх вещей. Тундра полна живности. Гуси, кулики. Сейчас провалилась на ровном месте, очень неожиданно. Вон трещина, как зыбучий песок, зыбучая галька. Засасывают сапоги, очень неприятно. Так прям идешь размеренно, вдруг бабах. Надо будет аккуратнее смотреть.
комаров сейчас. Виды у меня, конечно, потрясающие. Я на берегу речки стою. Под горой Кульча. Там она чуть дальше. Иногда думаю, неужели дождь? Потом успокаиваюсь. Нет, это стук комаров. Такой дождь, такая погода. Ой, замерзла. Всю ночь шла вчера, спала 4 часа. Сегодня пораньше встала в 9 вечера. Над моей стоянкой еще чистое небо. А там, откуда я пришла, крутит циклон. И погода, затянутое небо. Все, спать. Тундра. Я дома. Как же здесь спится. Легла в 11, когда заснула, не помню. В полусне улезала до ветра и снова засыпала. Погода менялась. То натягивала облака и шел дождь, то вновь выходило солнышко, а мне снились удивительно яркие сны. И окончательно проснулась я лишь в 3 часа дня. Продолжаю путь по галечнику. И вот что мне здесь попалось. Похоже на кусок окаменевшего дерева. Первый раз такое встречаю. Вот, круги видно. Кольца годовые, годичные. Ну, он такой тяжеленный, это просто... О, камень. Дерево превратилось в камень. Ха. Все-таки не всегда получается идти по берегу, шлепая по воде, потому что то мели протяженные, то крутые повороты, русла. Почему я не иду пешком с рюкзаком вдоль берега или напрямую по тундре? Да просто потому, что у меня сейчас груз такой. У меня маршрут путешествия намечен на 1,5 месяца, настолько я не могу утащить продуктов. Когда идешь бичевой, то можно в лодке тащить больше. А 2 недели я буду идти бичевой или в 2 ходки. Надеюсь, продуктов будет меньше. И уже окончательный рывок. 2 заключительные части маршрута я пройду уже с рюкзаком. Просто с рюкзаком за плечами. А пока петляю, повторяю изгибы речки. И снова, похоже, окаменевшая дощечка под ногами валялась на дне. Здесь очень далекое и очень низкое небо. И еще иногда кажется, что не хватает воздуха, как следует вдохнуть. Неужели это действительно следствие высокой широты?
Вот на таких перекатах приходится тягать лодку прямо по камням. И сердце сжимается. Что будет со шкурой днища? Ого, бывает и такое. Прямой участок реки. Просто в травянистых берегах легко идти. Глубина у берега прям. Просто отдыхаю. Ха. Тундра. Вот она какая. Совсем меня не боятся. Может, я на овца-быка похожа? О, так это же казарка краснозобая. Ух ты, краснокнижный вид. Совсем близко, не боится меня. Надо же, какая красавица. Ух ты. Ну да, тут мимо прохожу. А она погалечно подходит. Мой лагерь в открытой тундре, на тундровой лужайке, как я называю такие участки тундры, сухой, твердый, с тундровой такой растительностью мелкокустарничковой, где и травки, и кассиопея. А вот вдали, как будто я в прерии, пасутся не бизоны, а овцы-быки. Подошли ко мне. Вот кто-то там спит. Это пасется. Вот она, кассиопея, кустарничек, который хорошо горит, смоленистый такой. Мелкая брусничка. Эти кочки очень сухие. Пиво. Ой, слышно, как хрюкают быки. Интересно, а почему овцы-быки, они бараны-быки? Или овцы-коровы? Вон, видно, там и маленькие бычатки. В мою сторону идут. Но мне все равно сейчас уходить. Стадо идет в мою сторону. Мне надо тоже уже выходить. Даже не знаю, палатку-то снимать мне как-то боязно. Близко я еще с ними не встречалась, с быками. Но, с другой стороны, мне же надо тоже дальше вверх по реке идти. Если они туда идут, надо уж быстрее них уйти, попробовать. А они там пасутся, естественно, меня вообще не замечают. Хотя ветер от меня, но, может, они вообще людей не боятся.
Не, вроде они развернулись. Ну, в общем, не приближаются. Ладно, я уже почти собралась. Ого, попался мне кусочек шерсти овцы-быка. Она такая мягкая вообще, как пух гагачий. Буду замерзать. Наберу шерсти, сделаю себе жилетку. Да, вдоль берега здесь вот везде их следы встречаются. Они здесь везде пасутся. Вон там цепочка следов. Гуси с гусятками от меня бегут, боятся. Я вас не трону, дорогие. Только немножко поснимаю. Не бойтесь, не бойтесь. Да, крайне пуганых зверей и птиц. Идет тяжело. Много сил трачу на протаскивание лодки по перекатам, а их становится все больше и больше. И вообще-то мне кажется, что речка петляет гораздо сильнее, чем показано на карте. Во что бы то ни стало, решаю сегодня дойти до развилки ручья, чуть выше отметки 44 метра над уровнем моря, и оттуда уже идти пешком в 2 ходки до озера Исай. А то с этими перечаливаниями, распутыванием веревки, хождением туда-сюда, разгрузкой на перекатах все равно получается очень долго. Да, 8 километров напрямую, пусть и в 2 ходки, я пройду быстрее. Радует, что по здешней бугристой землянистой тундре вполне можно ходить пешком, она достаточно твердая. По крайней мере, это не огромные болотистые кочки. Вот она, классическая тундровая лужаечка, отличное место для стоянок. Но мне пока еще рано. А вот и первые мелькнувшие под водой хариусы. Ну что, надо попробовать. Однако, ого, проходила, когда порог против течения сильно залилось. Надо же, вот и заодно отчерпаюсь. И половлю.
Попробуем такую маленькую вертушечку. Ушли, наверное, мало их там было. Сейчас еще немножко попробую. Ой, сытеночка. Краснозобая козарка. Не трону я тебя, не трону. Как же я далеко еще от верховий. Иду третий день и почти не продвинулась вперед. Понимаю, что до места, которое я отметил на карте как сегодняшняя стоянка, я еще не дошла. Неужели я прохожу всего 5-7 километров в день? Ужасно. Редкие следы присутствия человека. Что это? Очаг на вершине. Понятно. Стояли жилищные голоса. Красавец-мытник. Вот это подарок, ничего себе, дровина. Первый раз такую большую вижу. Я тут сейчас щепочки собирала, вернее, маленькие ивовые кустики. А так мало, сейчас вот наберу. Теперь уже можно обед делать. Чаек полноценный. Вот мой предыдущий улов. И вот это коряжина. Ну вот это мои палки. Это я еще с побережья везу. Палатку ставить и якорь, штатив. Так что скоро буду обедать.
Неужели все? Я успела отстегнуть аккумулятор. Может, не все погорело. Из объектива льется вода. У меня есть запасные аккумуляторы, карты памяти, подзарядка от электрической розетки. Даже фонарик с батарейками есть у меня, на всякий случай. Клей 3 видов. И даже спутниковый трекер. Но брать запасную камеру... Об этом даже не было и мысли. Несчетное число раз навинчиваю я и снимаю защитную линзу. Когда надеваешь ее и подносишь к теплу, объектив отпотевает. Начинается дождь. Спешно убираю камеру в чехол, предварительно завернув ее в шапку. Теперь ее можно будет досушивать лишь под тентом. Вокруг открытое, незащищенное от ветров и дождей пространство. Холмистая, травянистая тундра. Неуютная. И даже, кажется, теперь немного враждебная. Какой мыс Челюскина? Ради чего я иду? А что, хороший повод завершить маршрут, выбраться из этих унылых пространств. Нет, не идти я не могу. Этот неумолимый зов за горизонт, он не подчиняется разуму. Я все равно пойду по маршруту до намеченной цели.